Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале «Смотри и знай». Многие факторы, такие как употребление жирной пищи, наследственность и возраст, приводят к нарушению обмена холестерина и формированию бляшек на стенках сосудов. Такой случай очень опасен и может привести к инфаркту или инсульту. На просторах интернета можно найти большое разнообразие народных способов для чистки сосудов, но далеко не все из них дадут нужный результат. Под чисткой люди, как правильно, понимают уменьшение или полное растворение холестериновых бляшек, и фармацепты разработали кучу различных лекарств, которые должны выводить существующие и предупреждать появление новых тромбов. Однако реальность более сурова. Наши кровеносные сосуды не могут почиститься, как водопроводные трубы, с помощью фейри. Любой уже сформировавшийся тромб никогда не исчезнет, если только не обратиться к хирургу. При нарушении обмена липопротеинов атерогенные вещества начинают активно откладываться на стенках сосудов, и убрать их оттуда уже не получится. Чем больше слабостей человек позволяет себе в диете и образе жизни, тем сильнее страдает его кровеносная система. Соответственно, нужно включать в понятие чистки сосудов такие вещи, как нормализация липидного уровня, постоянный контроль глюкозы в крови и регулярные походы к врачу. Нарушение работы обмена холестерина – это одно из видов нарушения метаболизма. Таким образом, первое, что нужно сделать – привести свое тело в норму. А такая проблема встречается в основном у каждого человека старше 40 лет. А что же нам советуют специалисты в таких случаях? Первое. Как только вам исполнилось 40 лет, необходимо сходить к врачу, при необходимости он назначит лечение. Второе. Самое главное и зависящее только от вас – это изменение образа жизни. Третье. Также самостоятельно нужно контролировать некоторые показатели. Артериальное давление нужно мерить 2 раза в день. 1 раз в 4 месяца проверять свой уровень сахара в крови. И хотя бы 1 раз в год сходить на ЭКГ. Четвертое. В то же время допустимо использование народных средств, но только тех, которые помогут достигнуть лучшего эффекта. В целом все эти советы не должны создать больших трудностей, но теперь давайте рассмотрим каждый из них отдельно. Изменение образа жизни. Во-первых, необходимо снизить общую массу тела. Диета поможет снизить уровень холестерина и устранить некоторые проблемы с нарушением метаболизма. Во-вторых, необходимо научить себя постоянно заниматься спортом. Хотя бы полчаса в неделю посвятить легкой атлетике. Таким образом в организме будет преобладать хороший холестерин. Курение и употребление спиртных напитков напрямую связаны с формированием бляшек в сосудистом русле. Поэтому вредных привычек следует воздержаться. В-четвертых, за своим питанием следует следить тщательнее. Потребление жиров стоит сократить на 30%. Углеводы должны составить 50% рациона. И оставшуюся часть займет белок. Употребление соли также стоит ограничивать. Народная медицина не всегда бывает полезна, в отдельных случаях может даже усугубить болезнь. Но сегодня мы с вами рассмотрим проверенные методы чистки сосудов. Чеснок, мед и лимон. Чеснок снижает уровень холестерина, количество сахара в крови и показатели артериального давления. Лимон повышает эффективность чеснока и укрепляет стенки сосудов. Для приготовления лекарственного сиропа нам нужно 6 лимонов, 4 головки чеснока и 400 мг меда. Все ингредиенты порезать, уложить в 3-литровую банку и доверху наполнить теплой водой. После настаивать около 2 недель. По готовности сироп процедить удобным способом и поместить в герметичную емкость. Принимать 1 раз в день 1 столовую ложку сиропа, разведенную в чашке воды. Тибетский способ. Для этого способа нам понадобится чеснок. 400 грамм свежего корнеплода измельчить до получения однородной массы. Далее поместить в банку и закрыть крышкой. Банку убрать в темное место на неделю. После недельного маринования процедить, лишнюю жидкость вылить, а оставшийся продукт смешать с пол-литром водки
и хранить в холодильнике. Употреблять такой раствор следует 1 раз в 10 дней. Длительность приема составит 3 года. Клевер. Клевер полезен для организма тем, что он помогает печени перерабатывать холестерин из плохого в хороший. Для приготовления такого лекарства нужно 1 чайную ложку лугового клевера заварить в чашке кипятка и настаивать в течение 40 минут. Употреблять необходимо 5 раз в день за 30 минут до еды по 1 столовой ложке. Рябина. Рябина способствует расширению сосудов. Такое средство можно употреблять в чистом виде. 300 грамм ягод съедать каждый день на протяжении 7 дней. Но можно приготовить отвар, для которого потребуется 200 грамм коры рябины и вода. Кору залить пол-литра жидкости и кипятить в течение 30 минут. Отвар хранить в холодильнике. Принимать на протяжении 10 дней по 2 столовые ложки 3 раза в сутки. Имбирь. Имбирь – это очень уникальный и полезный продукт, который можно употреблять множеством способов. Но мы рассмотрим наиболее эффективный. 50 грамм имбиря залить 200 миллиграммами кипятка, настаивать 15 минут. После этого добавить в раствор ложку меда и ложку лимонного сока. Рекомендуется принимать небольшими порциями 2 раза в день. Фасоль. 100 грамм фасоли залить холодной водой и настаивать в течение 10 часов. Затем сменить воду, поставить на плиту и кипятить в течение 20 минут. Принимать такой отвар следует 4 раза в день по 1 столовой ложке. Грецкие орехи. Употребление грецких орехов полезно не только для сосудов, но и для всего остального организма. Измельченный орех лучше хранить в холодильнике и употреблять по 100 грамм ежедневно. Таким образом, вы не только снизите холестерин, но и улучшите память и работу мозга. Тайский метод. Березовые почки, цветы ромашки и зверобой залить водой в количестве 400 мг. Настаивать в течение 40 минут. Готовый напиток употреблять по 1 ложке утром и вечером. Такое лекарство, помимо основного эффекта, повысит эластичность сосудов. Семена льна. Семена льна помогут при желудочно-кишечных заболеваниях, при кашле и болях в горле, и также для очищения всего организма. Столовую ложку семян нужно залить чашкой кипятка и оставить на 10 минут. Каждый день повторять процедуру и выпивать стакан раствора. Овес. В случае с овсом мнения разнятся. Как же лучше употреблять данный продукт для большего эффекта? Но специалисты утверждают, что полезнее всего окажется овсяная каша на завтрак. На этом наш выпуск заканчивается. Стоит помнить, что не бывает волшебной палочки для излечения всех болезней. И в первую очередь необходимо обратиться к врачу. Всем хорошего настроения и до новых встреч!